Всем привет, с вами Наталья. Сегодня я планирую кое-какие растения пересадить, некоторые черенки высадить в грунт, которые уже укоренились. Конечно же, покажу вам конечный результат. И также теперь я в конце каждого видео размещаю мудрые высказывания известных людей, которые мне очень понравились, которые меня поразили. Поэтому, если вам тоже нравится подобного рода узнавать мысли и известных людей, то досматривайте видео до конца, и вам, я думаю, будет тоже интересно. Сегодняшний план работы, так скажем, не очень большой, совсем мало, достаточно мало растений, но тем не менее. Вот тут вот два хлорофитума. Вот это две детки, одна детка, вот она вторая. Я планирую их пересадить в один горшочек, потому что так они не очень-то смотрятся хорошо. А когда они будут в одном горшочке, будет, во-первых, куст более пышный, и, во-вторых, будет меньше места занимать. А в дальнейшем я планирую это растение отдать. Но для того, чтобы его отдать, эти два череночка нужно соединить, посадить в один горшочек, и тогда уже можно будет его и отдавать. Есть еще у меня вот такой вот молочай, я его в обзоре не так давно показывала и говорила о том, что мне совсем не нравится его земельная смесь, тот грунт, в котором он посажен, он покрывается коркой, хотя посажен он достаточно недавно. И так как он развивается как-то слабо, мне не нравится, поэтому я сегодня буду его пересаживать. Причем буду оставлять тот же самый горшочек, в котором он сейчас растет, просто полностью сменю ему грунт. И тоже в дальнейшем я его планирую отдавать. А здесь у меня есть несколько черенков, которые уже тоже требуют срочной высадки в горшочке. Они укоренились, они в водичке находились. Это эписция, вот такая вот, эписция триколор. Сейчас я попытаюсь показать вам. Видите, вот у нее довольно неплохие такие уже корешочки беленькие. Видите, они в водичке, вот так вот, я надеюсь, видно. Вот так вот. Я ее высажу в грунт. Вот такую вот эписцию. Тут два череночка, я не стану вытаскивать, но я уже заметила, что вот тут один маленький, видите, череночек, он еще не начал выпускать корешки. А вот этот вот второй черенок, который более крупный, как вы видите, у него уже там хорошие зачатки корешков, и сегодня я его посажу тоже в стаканчик, уже непосредственно в грунт. Ну и здесь маленький череночек пелеонии. Его я тоже посажу первоначально в стаканчик, он там окоренится, и потом уже буду подсаживать к взрослому крупному кустику. Я тоже его уже показывала вам. И для того, чтобы тоже с целью экономии места, чтобы все черенки у меня были в одном горшочке, чтобы был пышный куст. Ну что ж, это вот все, чем я хотела сегодня заняться. Сейчас я займусь посадками, пересадками, ну а потом уже вам покажу конечный результат, что у меня получилось. Итак, пересадила я все растения. Вот хлорофитум, два черенка высадила в один горшочек, как вы видите. Теперь я думаю, что они будут лучше развиваться. Молочай тоже я пересадила. Теперь я буду спокойно. Посадила его в хороший грунт. Надеюсь, что ему это пойдет на пользу. Он начнет развиваться. У него есть потенциал, потому что у него здесь, получается, он разветвился. У него 3 точки роста. Вот одна точка роста. И здесь еще есть маленькая, не знаю, как будет видно, видите, там небольшой такой листочек. И вот это вот главная точка роста у него, поэтому я надеюсь, что теперь он будет себя хорошо чувствовать и будет лучше расти в хорошем грунте. Ну и, конечно, я высадила череночки в грунт, посадила вот эписцию триколор. Как вы видите, вот эту вот эписцию Blackwood тоже посадила, вот такие пока стаканчики, пелеонию. Потом в процессе пересадки обнаружилось, что у меня требует срочной пересадки еще вот такая вот эписция.
Spring Symphony. Она томилась в маленьком стаканчике, уже ей мало было питания. Я ее, видите, тоже пересадила. Конечно же, каждое растение, я имею в виду вот эписции, я подписала сорт, подписала число пересадки, так как это помогает, во-первых, не забывать, вроде как помнишь все сорта, но иногда бывает, что все равно забудешь, перепутаешь, есть похожие сорта. Ну и число пересадки тоже помогает, то есть не забыть, когда было пересажено растение, давно, недавно, чтобы ориентироваться для себя, когда его стоит уже в следующий раз пересаживать. Ну это как бы для себя вот такие вот, мне так удобно, я всегда подписываю. И обнаружила еще я, когда показывала вам большое видео о своих сортовых эписциях, я забыла показать вот такую вот эписцию триколор. Сегодня я посадила ее череночек, видите, это сейчас, вот недавно, только сегодня, которые я посадила. А вот эти вот уже черенки, это те, которые уже растут в стаканчиках у меня, ну, уже, наверное, больше месяца. Они уже хорошо укоренились, хорошо растут. И вот этот, я думаю, что и этот череночек, он тоже будет хорошо расти. Видите, если рядом их поставить, вот эти вот череночки, они были такими же маленькими. Но когда мы их вместе рядом располагаем, да, вот так вот, то видна разница. То есть, когда они высажены уже непосредственно в стаканчике в грунт, они тут же начинают развивать корневую систему, тут же начинают наращивать листочки. Листочки у них увеличиваются в размерах. Ну, в общем-то, понятно, что естественно, что посадка в грунт их стимулирует к дальнейшему росту. Ну что ж, вот такие вот у меня сегодня были будни цветочные, посадочные. Я всех благодарю за внимание, желаю всем удачи, желаю хорошего настроения. Спасибо, что смотрите мои видео, пишите комментарии. И до скорых встреч. Всем пока!